Всем привет, это канал Wild Guitar, и в данном ролике я хочу поделиться с вами своими мыслями по поводу того, как нужно заниматься музыкой гитаристом в домашних условиях. Данная тема является актуальной, я думаю, она актуальна как никогда, так как мы сейчас переживаем пандемию коронавируса, и я думаю, что если вы хотите начать заниматься игрой на гитаре, то самое время начать это делать. Сразу оговорюсь, что я не являюсь истиной в первой инстанции по данному вопросу и не являюсь каким-то гитарным гуру или гитарным экспертом, и прошу не считать меня таковым. Я лишь выражаю собственное субъективное мнение, основанное на моем личном опыте. А опыт в этом вопросе у меня есть, поскольку я занимаюсь музыкой уже почти 15 лет, играл в ряде музыкальных коллективов, в основном это были рок-группы, в которых мы играли музыку собственного сочинения. Также мне довелось побыть, что называется, кабацким музыкантом. Также я пишу свою музыку, делаю аранжировки, занимаюсь записью и видеоблогингом. Сейчас я также играю в рок-группе, и этот ролик, как и ряд других роликов, которые я снял для своего канала, записаны на репетиционной базе нашей группы. Я самоучка, но надо сказать, что на момент начала обучения у меня за плечами уже было 3 класса музыкальной школы по классу аккордеона. К сожалению, в силу личных обстоятельств я не смог завершить обучение и вынужден был бросить занятия музыкой в музыкальной школе, но хочу сказать, что тех теоретических знаний, того теоретического багажа, который я получил, занимаясь в музыкальной школе, мне хватает до сих пор. Надо сказать, что когда я только начинал учиться играть на гитаре, для меня этот инструмент был каким-то мистическим. Мне казалось, что я не смогу научиться играть на нем, но я был просто одержим рок-музыкой, и мне очень хотелось стать рок-музыкантом, играть в рок-группе. И, на мой взгляд, большое желание и стало ключевым фактором и основной причиной моих дальнейших успехов в освоении этого инструмента. И поэтому вы должны спросить себя, действительно ли вы хотите научиться играть на гитаре, насколько сильным является ваше желание, потому что от того, насколько сильно вы будете мотивированы, будут зависеть ваши дальнейшие успехи в освоении этого инструмента. Потому что занятие музыкой – это большой труд, который требует больших вложений, сил и времени, поэтому будьте готовы к тому, что вам придется долго и упорно заниматься, если, конечно, вы хотите стать настоящим профессионалом. И отсюда вытекает следующий важный фактор, который определяет ваши дальнейшие цели и задачи в плане освоения этого инструмента. Вы должны понять, для чего вы хотите научиться играть на гитаре. Может быть, вы просто хотите петь песни под гитару в компании друзей или развлекать своих родных и близких на домашних праздниках. Может быть, вы хотите очаровать свою девушку вашей игрой. Или вы хотите играть в кавер-бенде, выступать в клубах, может быть, даже зарабатывать какие-то деньги, или, может быть, хотите сочинять собственную музыку, делать аранжировки, записываться, выступать на больших площадках, может быть, вы хотите стать рок-звездой, например. И, соответственно, в зависимости от того, какой будет основная причина, по которой вы хотите научиться играть на гитаре, будут зависеть какие-то более мелкие цели и задачи, которые будут определять вашу программу занятий, да, и то, над чем вам нужно будет работать в процессе освоения этого инструмента. Ну, естественно, что если вы просто хотите петь или играть любимые песни в компании друзей, вам не обязательно поступать в консерваторию, не обязательно изучать курс гармонии или импровизации, или становиться виртуозом. Вам достаточно будет просто научиться играть перебором и боем, выучить какие-то наиболее распространенные аккорды, которые часто встречаются в популярных песнях. Ну и, соответственно, учить песни, развивать музыкальный слух и память. Если вы хотите писать собственную музыку, исполнять ее на гитаре, хотите играть в профессиональном музыкальном коллективе, знание аккордов
и умение играть перебором и боем вам, конечно, будет недостаточно. Также немаловажное значение имеет то, в каком музыкальном стиле вы хотите играть музыку на гитаре. Следующий важный момент – это выбор инструмента. Если вы ничего не знаете о гитарах, об их конструкции, о важных моментах, которые определяют качество инструмента, и вы выбираете для себя свой первый инструмент, то я советую обратиться к помощи людей более опытных, более сведущих. Если у вас в семье есть человек, который разбирается в гитарах, имеет какой-то опыт игры на гитаре, я советую вам обратиться к нему за помощью. Если у вас нет близкого человека, который разбирается в гитарах, или же нет друга, который может вам посоветовать хороший инструмент, то я советую вам обратиться к помощи интернета. Загуглите, почитайте информацию на форумах, можете даже задать вопрос на форуме, но опять же, естественно, что нужно критически относиться к тем советам, которые дают люди на подобных форумах, потому что очень много в интернете всякого рода диванных экспертов, которые сами не всегда понимают, какой инструмент хороший, а какой инструмент плохой, как нужно выбирать инструмент. Так что критически относитесь к той информации, которую вы получаете в интернете. Естественно, что если вы задаете вопрос о том, какой инструмент лучше выбрать, то, соответственно, нужно снабдить свой вопрос какой-то дополнительной информацией. То есть рассказать о том, какой у вас есть опыт игры на гитаре, если он есть, какую музыку вы хотите играть, хотите ли вы играть больше аккомпанемент, то есть вы хотите играть какие-то ритм-партии, или, может быть, вы хотите импровизировать и так далее. От этого также будет зависеть выбор вашего инструмента. Если вы покупаете гитару в магазине, то вы можете попросить продавца посоветовать вам какой-то хороший инструмент. Но, опять же, будьте внимательны, относитесь критически ко всему тому, что говорит вам продавец. Все-таки его основная задача – это продать как можно больше товара и получить максимальную прибыль. И естественно, что он может загнать вам, грубо говоря, какой-то не очень хороший инструмент. Вкратце расскажу о том, на что нужно обращать внимание в первую очередь при выборе инструмента. Я даже, возможно, запишу отдельный ролик о том, как нужно выбирать инструмент. Прежде всего, обратите внимание на то, как выглядит инструмент, на его внешний вид. Вот если какие-то дефекты, какие-то недоработки, может быть, где-то какие-то сколы, где-то что-то отходит и так далее. Это уже такие серьезные проблемы, из-за которых стоит отказаться от приобретения такого инструмента. Второй важный момент – это то, какую форму имеет гриф. Гриф должен иметь небольшой прогиб. Об этом есть достаточное количество информации в интернете. Если вам интересно, погуглите, почитайте. Это важно знать. Следующий важный момент – это удобство игры. Даже если вы никогда не играли на гитаре, возьмите гитару в руки и просто попробуйте прижать пальцами струны на первых ладах, к примеру. Вообще, просто попробуйте прижать струны к ладам, посмотрите, насколько вам легко это дается. Если у вас уже есть какой-то опыт игры на гитаре, вы можете что-то сыграть, попробуйте поиграть, не стесняйтесь. Если вы покупаете гитару в магазине, ничего страшного, даже если вы не очень хорошо играете, я советую вам попробовать поиграть. Если это электрогитара, то попросите продавца подключить ее к комбику или усилителю и послушайте, как она звучит, проверьте уровень фоновых шумов, послушайте сам звук, нравится ли он вам или нет. Ну и, естественно, нужно обратить внимание на то, насколько хорошо гитара держит строй, насколько хорошо она строит
если инструмент расстраивается через каждые 5 минут, то, наверное, такой инструмент лучше не покупать. Следующий немаловажный момент – это выбор гитарного оборудования для занятий. Есть несколько вариантов гитарного оборудования, которые вы можете использовать для репетиции в домашних условиях. Это небольшие, не очень мощные и, соответственно, недорогие гитарные комбо или плагины или эффекты в формате VST, которые вы можете загрузить в свою цифровую студию звукозаписи и использовать их для создания звучания, эмулирующего звучание гитарных усилителей и кабинетов. Лично я склоняюсь ко второму варианту, поскольку на просторах интернета есть достаточно большое количество бесплатных и при этом достаточно неплохо звучащих эмуляций усилителей и кабинетов, которые вы можете использовать для домашних репетиций. Вы можете репетировать в наушниках и при этом иметь довольно-таки неплохое качество звучания, которое в сравнении с звучанием тех же комбиков в наушниках в разы лучше. Ну, естественно, что вариант использования больших и мощных гитарных усилителей с кабинетом в домашних условиях исключен, потому что ваши соседи явно будут не в восторге, если вы будете дома играть на электрогитаре, особенно на перегруженном звуке, на большом и мощном гитарном усилителе через большой кабинет. Потому что, как правило, большие и мощные гитарные усилители хорошо звучат только в том случае, если вы играете на них на достаточной громкости. Если вы хотите научиться играть на электрогитаре, то для начала я советую вам обзавестись цифровой студией звукозаписи типа Reaper, Cubase или какой-то другой и найти в интернете набор бесплатных плагинов для создания цепи обработки гитарного сигнала. Ну а если вы ничего об этом не знаете, или вы не знаете, какие плагины выбрать, вы можете посмотреть на YouTube обучающие видео, поискать информацию на соответствующих пабликах, форумах и так далее. Также на моем канале есть видео, в котором я подробно показываю и объясняю то, каким образом я получаю гитарное звучание при помощи эмуляции усилителей и кабинетов, используя плагины. Следующий немаловажный момент при организации домашних репетиций – это выбор спокойного, уединенного и комфортного места для занятий. Если вы играете на электрогитаре и используете какую-то виртуальную обработку, и при этом у вас нет каких-то мобильных устройств, например, планшета или ноутбука, то, соответственно, вам придется сидеть у компьютера. Но если у вас есть планшет или ноутбук, и вы используете какую-то виртуальную обработку, вы можете установить соответствующие плагины и эффекты на имеющийся у вас мобильный девайс и, соответственно, найти какое-то тихое и уединенное место, где ни вы не будете никому мешать, и ваши домашние, соответственно, не будут мешать вам заниматься. Также у вас должно быть достаточно свободного места, чтобы вы могли заниматься, сидя в правильной и удобной позе, и чтобы ваш инструмент не цеплялся за углы, не бился о мебель, ну и так далее. Также важно, чтобы ваше место для занятий было достаточно хорошо освещено, чтобы вы могли хорошо видеть то, что делают ваши руки при игре, чтобы вы могли следить за вашей игрой. Также хорошо иметь возможность записать свою игру на какой-то аудионоситель. Достаточно даже диктофона. Вы можете использовать диктофон для периодической записи своих репетиций, чтобы потом проводить своего рода разбор полетов. Если вы играете, сидя в классической позе, то есть в позе, когда боковая часть деки опирается на внутреннюю сторону одного из бедер, ну если вы правша, то соответственно на внутреннюю часть правого бедра, если левша, то на внутреннюю часть левого, вам стоит обзавестись подставкой для ноги. Так вам будет удобнее играть. Лично я
использую такую подставку, потому что сам играю, сидя в классической позе. Вот мне так удобней, поэтому я использую во время репетиции подставку. Стоит она недорого, ну и при этом она позволит облегчить вам занятия, если вы играете в классической позе. И еще один немаловажный момент, которым не стоит пренебрегать при организации домашних репетиций, это отсутствие отвлекающих факторов. Отключите свой мобильный телефон на время репетиции, отключите все ваши мессенджеры и отключите любого рода уведомления. Ну и, соответственно, желательно, чтобы рядом с вами не было телевизора. Следующий немаловажный момент при организации домашних занятий для гитариста – это составление графика занятий. Постарайтесь с самого начала составить удобный и максимально эффективный график занятий. Помните, важно не то, как много времени вы занимаетесь, а то, насколько эффективно вы занимаетесь игрой на гитаре. Если в течение дня вы очень заняты и у вас мало свободного времени для репетиций, вы можете репетировать каждый день по 30 минут или по часу. В принципе, на начальном этапе 30 минут будет достаточно. Вы не будете сильно уставать, но при условии эффективных репетиций, эффективных занятий, вы сможете довольно быстро набрать очень хорошую техническую форму и стать довольно-таки неплохим гитаристом. Но что делать, если у вас нет возможности уделять репетициям хотя бы час в день? Если, к примеру, вы работаете удаленно из дома, у вас много каких-то домашних дел, и вы можете делать только короткие перерывы на отдых, вы можете использовать эти перерывы для репетиций. Вы можете репетировать не целый час, а можете разбить этот час на 4 коротких репетиции по 15 минут. Но это один из вариантов решения подобного рода проблем. Но, конечно, желательно, чтобы у вас в распоряжении было хотя бы полчаса или час. Час – это оптимальный вариант. И желательно заниматься регулярно. Также важно эффективно организовать свое занятие. Вы можете организовать свое занятие следующим образом. Допустим, что у вас в распоряжении в день есть час на репетицию. Вы можете разбить этот час следующим образом. 15 минут вы можете уделить разминке. В течение этих 15 минут вы можете играть какие-то разминочные упражнения, упражнения для разогрева, чтобы подготовиться к отработке каких-то сложных технических элементов, приемов, разучиванию каких-то фраз, ходов или каких-то композиций, или повторению каких-то уже разученных произведений. Затем следующие 15 минут вы можете уделить внимание разбору каких-то сложных приемов, гамм, арпеджио и так далее. А оставшиеся полчаса вы можете уделить разбору какого-то произведения или повторению уже разученных произведений или композиций. И, соответственно, таким образом организовать все ваши занятия. В ходе репетиции важно следить за такими параметрами игры, как четкость звукоизвлечения, частота звукоизвлечения, то есть отсутствие каких-то лишних призвуков. Также важно следить за ритмичностью игры, поэтому я советую вам заниматься с метрономом. Занятия с метрономом позволяют повысить четкость и ритмичность игры и улучшить ощущение ритма в целом. Также следите за тем, насколько синхронизированы ваши руки. Левая и правая рука должны быть синхронизированы, то есть они должны совершать движения одновременно. Это также очень важный момент, за которым нужно следить. Старайтесь заниматься без спешки и суеты. Внимательно слушайте и следите за тем, что вы делаете при игре. Если вы понимаете, что вы что-то делаете неправильно, остановитесь и постарайтесь понять, что именно вы делаете неправильно, и исправить этот момент. Помните,
Переучиваться всегда сложнее, чем изначально учиться играть правильно, поэтому изначально учитесь играть правильно. И самое главное, помните, что нужно идти к цели, несмотря ни на что. Не сдавайтесь, идите вперед, и у вас все получится. На этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о новых видео. И до новых встреч. Всем пока!